Всем доброе утро. Наш второй день здесь. Бодренько так проснулись. Сейчас идем на завтрак. Ну и после завтрака планируем поехать в город, поменять деньги, евро на злоты, ну и посмотреть город. Так что не переключайтесь. Ребята, мой завтрак решил взять всего понемножку на пробу. Попробовать вот такие вкусные. Тут рулет какой-то наподобие, я так понял, это польский холодец. Вот он. Так что сейчас все пробуем и завтракаем. Всем приятного аппетита. Ну что, очень вкусно все. Польская кухня, она отличается от немецкой. Когда мы, допустим, где-то отдыхаем, если в Германии, то завтрак, как обычно, это какой-то бутерброд, сыр, нарезка, колбаса. Здесь все-таки более такой завтрак, он существенный такой, наелся и на весь день. Так что выбор большой. Плюс сейчас ребенку принес вот такие вафли. Там стоит специальный повар, и он эти вафли стряпает свежие. Второй повар стоит и делает яичницу на заказ. То есть ты можешь подойти, сказать: я хочу яичницу там с беконом или с грибами, и он обжаривает, то есть это вообще классно. А вы говорите по-русски? Ну, здесь можно заказать индивидуальную яичницу, вам пожарят, все в лучшем виде сделают. Давайте немножко расскажу. Отель трехзвездочный, но, ребята, завтрак на 4 звезды. То есть выбор большой, овощи, фрукты, разные сладости, все есть. Плюс повар готовит яичницу по заказу. Это не в каждом отеле я встречал. Мне понравилось. Так что делаю дальше обзор. Жду теперь обеда. Посмотреть, чем они удивят нас на обед. Интересно посмотреть. Я люблю пробовать новые блюда, новая кухня. Все-таки в каждой стране готовят по-разному. Даже ту же яичницу. Вроде бы яичница, ну, самое простое, что человек умеет готовить. Но, как вы видели, можно добавить туда лучок, помидорчики, грибочки, бекон, и уже совсем другой вкус у яичницы. Вот я люблю, так как я тоже занимаюсь немножко кулинарством на выходных. Люблю разные яичницы готовить. Это меня интересует. Вот сам отель. Заходим, и здесь такой небольшой холл с фотографиями. Это старые фотографии этого города, Свиноустье. Это портовый город. Также это город считается курортным городом. Название, ребята, вот я как ни старался, я не могу выговорить. Извините, конечно, за мой польский. Сам отель небольшой, 4 корпуса, соединяется между домами вот такими переходами. Есть лифт, подземный гараж, есть на первом минусовом этаже сауна, бассейн, джакузи, плюс первый, второй, третий, четвертый — это номера, есть кафе, столовая, где мы уже были. Сам отель построен в 2015 году, так что номера все новенькие, чистые. Отелю всего лишь 9 лет. Это тоже плюс. Так как во многих отелях, где мы были, одна из проблем — это мебель. Она устаревает, ее не так часто меняют, потому что это дорого. А здесь вы видите, как-то все еще свежее. Ну, небольшой обзор. Есть парковка нижняя, парковка позади отеля. Это
Внутренняя парковка стоит 50 злотых в день. Насчет парковки я скажу, что это немножко дорого. Ну, понятно, это курортный город, и отель хочет заработать на этом. Потому что это, для Польши это дорого, ребят. Ну, как говорится, есть два варианта. Хочешь плати, хочешь ищи где-то на улице ставь. То есть выбирай сам себе, где он свою машину оставит. Посмотрите старые польские деньги, какие интересные. 500. 1000. 5000. Вот это. О, посмотрите. 50 тысяч. И 100 тысяч. Вот это я понимаю. Чтобы не мелочиться. Мы теперь в магазине. Самое интересное, перед магазином есть парковка. Она платная. Я хотел заплатить, подошел. Думаю, сейчас оплачу. Стоит в автомате, что 90 минут это парковка дармовая. Так и написано по-польски. Дармовая. То есть, даже не зная польского языка, можно понять само значение слова. Задарма, за просто так. Ну что, раз мы находимся на Балтийском море, что надо сделать? Это приехать на берег моря и посмотреть само море. Свиноустье называют также польским Бали. Почему так? Да все очень просто. Этот город расположен на двух островах: Узедом и Милов. И вот климат и расположение этого города, оно благоприятно сказывается вот именно на отдыхе людей, потому что здесь хороший климат, свежий воздух, ну и, конечно, очень красивый пляж, песочная коса, которая растянулась на несколько километров. И люди приезжают не только с Польши, но и с разных стран, круглый год отдыхают здесь. Очень свежий такой морской воздух, и действительно, когда приезжаешь, чувствуешь, что дышать становится легче, ну и виды красивые. Также здесь есть порт. Это порт по принятию газа. Он находится за устьем, потому что как раз Свина — это река, которая впадает в Балтийское море. Сейчас я дохожу уже до самого вот этого устья. И на другой стороне находится сам порт. Так что сейчас вы увидите все, как он примерно выглядит со стороны. Перед вами открывается терминал по приему газа. Все находится на противоположном берегу. Но вот эта река, которая впадает в Балтийское море. Дорогие зрители, сегодня хорошо мы до обеда погуляли. Побывали на берегу Балтийского моря. Прошлись. Ветерок такой, свежий бриз. Немножко проголодались, пришли на обед. Обед — это также шведский стол. Сегодня у нас суп томатный, рис, картошка на выбор, мясо, рыба, салаты. Так что десерт даже какой-то я взял, пудинг на вид. Еще не пробовал. Так что кушаем и отдыхаем. Сейчас вам покажу блюдо. Вот такой супец. Здесь вот я взял на пробу всего понемногу. Это рис, рыба и мясо. Десерт, ну и салатики. После обеда решил немножко прогуляться, посмотреть вот этот курортный городок. Ну вот, ребята, это все небольшие такие отельчики. Летом здесь сезон, людей много. Ну, даже вот
В марте много разных туристов приезжает. Интересно, посмотрите, улица Уздровискова. Название такое интересное. Вот перед вами отель Резидент. Такой солидный отель. А здесь же начинаются променады. Прогулочная такая улица. Ну и позади вот этих небольших домов виден большой 9-этажный отель Редисон. Там он, наверное, самый большой. Самый такой огромный. Остальные все такие поменьше. Ну и сразу давайте посмотрим цены. Цены показаны в злотых и в евро. Рыба 4 евро стоит. Дорж. Но это для Германии нормальная цена, потому что в Германии, я думаю, что такая рыба будет евро 7 стоить. Кстати, позади меня находится ряд ресторанов. И сейчас хоть и посетителей мало, но вот летом здесь будет полно людей, потому что многие приезжают, снимают апартаменты, кушают сами, где-то готовят или ходят в рестораны. И вот эти ресторанчики как раз выстроились в ряд перед набережной. Уже запах мяса, рыбы чувствуется, потому что уже первые посетители сидят в ресторане. И вечером здесь, наверное, будет чуть побольше людей, чем сейчас. Ну а я уже вышел на берег. Здесь есть такая вот резиновая дорожка. Она кончается, и потом начинается песок. Тоже сделано все для туристов, очень все удобно. Конечно, если вы хотите пройтись по берегу, здесь такой мелкий песок, одевайте какую-нибудь высокую обувь. Или босиком. Но, конечно, в марте босиком не походишь. Так что иду в кроссовках. Кстати, я вот все удивляюсь. Каждый раз чаек вижу, они такие здоровые. Клюв мощный. Ходит себе, даже уже не боится людей. Просто ходит, своими делами занимается и все. А вот что поменьше птички, я не могу вам сказать, кто это. Перед вами открывается летняя эстрадная площадка в стиле, как раньше были в Советском Союзе. Летом устраивали дискотеки, концерты, даже касса. Одной буквы «С» не хватает, а так прям как в старые добрые времена. Но летом здесь, наверное, гостей побольше и проводят каждые вечера разные концерты. Уже за променадой начинается обычный польский городок. Кстати, этот город был до 1945 года под флагом Германии, а еще ранее Пруссии. И только после Второй мировой войны он перешел к Польше. И как следствие многие здания носят немецкую архитектуру, или, скажем, немецкий стиль. А другие здания носят советскую эпоху. То есть многоэтажки, многие построены в 50-е, 60-е, 70-е годы, когда здесь влияние было Советского Союза очень велико.
я спускаюсь немножко, иду вглубь города. Но опять же вы замечаете, что это все для туристов. Вот эти все дома, красивые отели, апартаменты, это все для туристов. Под сдачу, под прием, отели, массажи. Каждый вот такой отель имеет такую вывеску, где рассказывает, что здесь есть бассейн, водные процедуры. То есть завлекают. Ох, вот старенький отель желтого цвета. 3 звезды. Да, меня радуют поляки, они тоже вот молодцы. Ну, зачем новый отель строить или когда можно надстроить? Уже стоит отель, ну почему бы еще 2 этажа не надстроить? Сейчас сделаем быстренько, раз, два, готово. Все, верхний этаж уже готов. Здесь вы можете посмотреть, сама река протекает. Вот она, Свинна, и впадает в Балтийское море. Здесь, получается, мы находимся, это курортная зона, пляж, здесь порт находится. Так, здесь уже более новый город, где многоэтажки стоят. Сама граница находится совсем рядом, вот она проходит. Здесь Германия, но здесь уже пошла Польша. То есть это самый западный город, курорт Польши. Небо утренний востяк, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой и юный, а как впереди. Конечно, идешь и видишь разницу. С одной стороны покрашены красивые фасады, с другой стороны попадаются вот такие обветшие дома. И в некоторых таких домах находятся отели и разные апартаменты. И как-то даже глаз режет. Ну что, ребята, наша прогулка подходит к концу. Я уже подхожу к отелю, где мы остановились. Так что сейчас немножко времени есть у меня перед ужином, потом ужин и идем в бассейн и в сауну. Пробуем мы польскую кухню. Сегодня что на ужин? Гречка с чечевицей. Первый раз я польскую гречку пробую. До этого ни разу не ел. Думал, только мы, русские, любим гречку. Оказывается, нет. Поляки тоже ее любят, раз готовят. Мясо, салатики разные. Салатики наподобие тоже с колбаской, с яйцом, как обычно мы салаты едим. Сейчас вам покажу. Все выглядит вкусно, так что надеюсь, что будет так же вкусно, как и выглядит. Так, вот смотрим. Это я мясо взял, там была курица, я не стал брать. Мне пока этого хватит. Гречка, салат. Здесь вот у меня салатики разные лежат. Даже рыбу взял пробовать. Это тоже какая-то запеканка, с чем я не могу сказать. Сверху сыр, внизу огурец лежит. Короче, все выглядит офигенно вкусно. Буду пробовать.